опять же, в будущем заключается в том, что ты сможешь ходить внутри своего корабля. У тебя будет возможность прогуляться по космопорту. Ты сможешь увидеть, как золото грузят на чей-то чужой корабль. Ты сможешь незаметно проникнуть внутрь и спрятаться среди груза. Эти вещи мы должны делать правильно. Было бы легко все это сделать некачественно. Именно этого я и опасаюсь. Так что в первый же день этих вещей там еще не будет. В этом видео мы поговорим о лучшем космическом симуляторе, что нам обещали и что мы получили, стоит ли начинать играть в Elite Dangerous, и о гриферах, шнуродерах и читерах. Уважаемые зрители, буду рад вашим подпискам. После долгих лет выхода космического симулятора Elite Dangerous, а она вышла в далеком 2014 году, фанаты игры разделились на несколько лагерей. Первые оценили масштаб игры и возможность поиграть в соло, либо с друзьями, чтобы им никто не мешал. А другой лагерь относится к так называемым PvP игрокам, которые оценили PvP составляющие игры в плане боевки. И все. Есть еще несколько лагерей, о которых мы поговорим в будущем. Этот видеоролик, возможно, вызовет небольшую температуру нижней части скафандра отдельным фанатам. Однако данное видео не несет никакой цели кого-либо оскорбить. Ваши объективные мнения в комментариях приветствуются. Устраиваемся поудобнее, надеваем скафандры, поехали. Итак, что такое Elite Dangerous или в чем смысл игры, как меня часто задают этот вопрос на стримах. Elite Dangerous — это космический симулятор, в котором представлена наша собственная галактика Млечный Путь в масштабе 1 в 1. Здесь мы имеем более 400 миллиардов звездных систем, включая нашего так называемого пузыря, в котором живут игроки и NPC разные корпорации. К слову, сейчас там идет большая война между людьми и торгоидами. Это инопланетные создания, которые вторглись к нам. В отличие от таких игр, как No Man's Sky, Elite отличается реалистичным геймплеем. Даже посадка вашего корабля на космической станции потребует очень много работы. Но это поначалу. В некотором смысле игра предназначена для заядлых геймеров, которые любят хороший космический симулятор. В игре присутствует несколько видов занятий. Это охота за головами, торговля, исследование, пиратство, контрабанда и грабить караваны, как вы все любите. Также в симуляторе присутствует работорговля, PvP между игроками и прочее. Звучит красиво, однако здесь не все так красочно, как это кажется. Кстати, если вы не можете купить элитку, то эта реклама вам поможет. Хотите пополнить Steam или купить музыкальную подписку на сервисы? Запросто. Купить игру дешевой и по выгодной цене, или же вам нужен лицензионный Windows или антивирус, то для этого есть Case4Gamers. Сайт Case4Gamers — это русская версия сайта DivMark, который сделал ребрендинг для удобства пользователей из России и Белоруссии. Здесь вас ждет русскоязычная поддержка 24/7, более 300 методов оплаты, в том числе для пользователей России и Белоруссии. А продавца вы выбираете сами по отзывам и цене. Ну а если вы хотите стать продавцом на сайте, то это тоже возможно. Регистрация займет в 2 клика, а верификация на получение роли продавца займет буквально 5 минут. Чтобы получить скидку в 10%, не забудьте про промокод RIMAS. Все подробности в описании. Компания, создавшая Elite Dangerous, называется Frontier Developments, и элитка — это не их единственный продукт. Ну а глава компании Дэвид Брабин известен некоторым бородатым старичкам со времен первой элиты. Дэвид Брабин был назван одним из самых влиятельных программистов компьютерных игр всех времен на ранних стадиях развития серии Elite в начало 80-х. Первая Elite была разработана совместно с программистом Яном Беллом во время их обучения в Кембриджском университете. Elite была выпущена в сентябре в 1984 году, и по сути своими возможностями она шокировала многих поклонников космических игр. Тогда, кстати, их еще и не было. В середине 80-х прошлого тысячелетия были выпущены 2 варианта игры для компьютеров BBC, базовый вариант на ленте, и для BBC Micro с диском.
Версия для ленты умещалась всего в 22 килобайт свободной памяти. Компьютер с диском имел немного больше памяти, что позволило вместить несколько секретных миссий и большой набор кораблей. По сути, Elite стала одной из первых игр, использовавших каркасную трехмерную графику на домашних компьютерах. И это был большим прорывом в игровой индустрии. Об игре первой Elite можно разговаривать бесконечно. Когда я еще бегал под столом, я уже в нее играл. Еще с тех далеких времен я пытался разгадать Ракслу. Если хотите, сделаю более подробное видео по первой Elite. Ну а сейчас на дворе у нас 21 век, и игровая индустрия сильно шагнула вперед. Порог вхождения в Elite Dangerous для некоторых игроков довольно большой. Однако, если прочесть слово Dangerous, или как некоторые говорят Dangerous, то мы получим перевод в виде опасность или опасный. Замысел игры заключается в том, что игрок находится в огромной галактике и он в опасной среде. И вот в 2012 году я случайно натыкаюсь на видео, где господин Брабин рассказывает об очень знакомом для меня симуляторе, про полетную систему, про огромные станции, высадки на планеты. Правда, он отмечал, что это будут в будущих обновлениях. Также хождение по кораблю, и что мы можем якобы украсть чужой корабль и все такое. Взаимодействие с другими игроками. Ребята, дайте нам денег, вот мы запускаемся, мы хотим. Я такой: все, понял, жена. Где там моя карта? Итак, я стал участником Кикстартера. После выхода несколько версий игры, а это была альфа, премиум бета, стандартная бета и гамма, наконец-то Elite Dangerous получает релиз. На тот момент контента было достаточно, так нам казалось, ведь аналогов Элитки вообще не было. Да, конечно, в это же время еще и анонсировали Star Citizen, однако это уже другая тема. В 2015 году разработчики обрадуют нас новым контентом под названием Wings или Крыло. По сути, это сетевой режим, объединяющий до 4 пилотов или NPC в состав одного звена. В этом режиме мы могли выполнять некоторые общие задачи и открывать ряд преимуществ. Например, полеты промежзвездных систем и выход из межзвездного пространства единой группой, в том числе в случае перехвата. Добавили активации и размещение разных меток, видимые только членам крыла и все такое. Общие записи и разные задания. Общие награды, включая награды за исследование. Короче, мы обрадовались в тот момент. Этого нам не хватало. Также в обновление Wings были добавлены 2 корабля, это Фердиланс и Вульчур, стервятник. Ну и наконец-то добавили внешнюю камеру, которая позволяет делать разные съемки и кинематографические фильмы. Позже разработчики радуют нас новым дополнением PowerPlay. Эта политическая движуха дает нам возможность принять участие в борьбе за власть над системами обитаемой части космоса, ну тот самый пузырь. После того, как пилот выберет сторону, которая своим политическим направлением совпадает с интересами пилота, он может начать серию заданий по захвату выбранных систем и повышать галактическое влияние державы, кому он присягнул. Каждое действие пилота будет влиять на баланс галактических держав галактики. Опять же, здесь не все так красочно, как это звучит. Да, ты можешь влиять на какую-то галактическую ситуацию, либо там движуху, получить уникальные модули от той или иной фракции, вот и все. Работая на державу, ты обретешь определенный ранг. На максимальном 5-м ранге ты получишь зарплату всего лишь 50 миллионов кредитов в неделю. Слово миллионы, конечно, это звучит очень классно, однако 50 миллионов ничто в Elite Dangerous. По достижении 3-го ранга и 4 недель за эту державу, пилот открывает себе уникальный модуль. В нашем случае это за Icing Dual мы можем открыть себе призматические щиты. Эти уникальные модули недоступны на простых станциях. Работа за галактические державы заключается в 3 фазах. Это подготовка, экспансия и контроль. И все это дело можно реализовывать в соло-игре, не встречаясь с другими игроками, так как прогресс он для всех одинаков. Когда-то на форумах игры многих просто полыхало.
Некоторые игроки попросту не могли завоевать определенные системы по той причине, что за другую галактическую державу работали так называемые торговые хомячки. И играли они в своих частных группах либо в соло. И их было очень много. В основном они присекали к Эдмунду Махону, который дает им невероятные торговые бонусы. Недовольные этой ситуацией просили разработчиков, чтобы они перенесли этот контент в открытую игру. Однако те получили отказ, а хомячки обрадовались. Ну а сейчас этот контент практически мертв. Я тут тоже присягнул за вот эту вот девочку с маленькими сиськами ради того, чтобы получить от нее призматические щиты. Будем надеяться, что разработчики пересмотрят данный контент и переделают. Ну а далее игроделы добавили еще одно нововведение, в которое я поиграл пару минут и вышел. К слову, контент до сих пор доступен, но он полностью мертвый. Однако в этом обновлении добавили еще несколько кораблей. Это Imperial Eagle, Federal Gunship, Federal Assault Ship, места добычи ресурсов опасные и навигационные маяки под угрозой. 15 декабря в 2015 году разработчики добавляют крупное платное дополнение под названием Горизонты или Horizons. В этом платном дополнении нам дали возможность сесть на безатмосферные планеты и использовать CRV. Это такой колесный транспорт, луноход типа. На тот момент CRV были предназначены для сбора ресурсов на поверхностях планет для будущего обновления под названием Инженеры, которые разработчики нам добавили в мае 2016 года. Инженеры в Elite Dangerous — это выдающиеся изобретатели и механики, которые исключительно хороши в модификации имеющихся технологий. Самые успешные инженеры держат собственные мастерские, где предлагают свои услуги всем желающим в обмен на товары и материалы. Игроку они открываются постепенно. Например, ты открыл одного инженера, он может тебе и сделать рекомендательное письмо другому инженеру. Однако здесь тоже не все так просто. Один попросит 200 тонн золота, чтобы с ним работать, не зная, куда он это золото девает, а другой вообще какой-нибудь фузийский чай. В итоге здесь элитка потихонечку превращается в гринделку, где игроку придется заниматься этим. Например, чтобы улучшить свой прыжковый двигатель и прыгать не 20 световых лет, а 40 световых лет. Будь добр, иди к инженеру. Или чтобы тебя пираты искусственного интеллекта не щелкали по-быстрому, пожалуйста, иди к инженеру, так как искусственный интеллект тоже за инженерами. Или же, если ты PvP-пилот, так ты вообще днище без инженеров. А как по мне, инженеры, конечно, хороший контент, но он, блин, крайне душный, ребята, это просто жесть. Чтобы что-то сделать, тебе надо прыгать, я-то в родственник просто, и уделять время. Я один раз 2 часа инженеру какую-то херню, не помню что. И в этом плане могли бы разработчики сделать нормально автопилот или хотя бы дать возможность, чтобы я нанимал пилотов искусственного интеллекта. Чтобы они сели за штурвал и везли меня, пока я там иду себе чай делаю и работаю, летая по этим гребаным инженерам. Но об этом мы чуть позже поговорим. Далее разработчики добавляют новое обновление под названием Guardian или Стражи. Стражи являлись нечеловеческой расой, которая занимала внушительную часть космоса несколько миллионов лет назад. На пике своего развития цивилизация стражей по уровню технологии в несколько раз превосходила человеческую. Они активно исследовали космос порядка 8000 лет, ровно до своего упадка в ходе продолжительной гражданской войны. Ну а выжившие стражи были окончательно уничтожены собственным творением, машинами под управлением искусственного интеллекта. По всей галактике разбросаны руины нескольких поселений стражей, и найденные на них базы данных позволили игроку составить весьма точное представление о социальной модели этой цивилизации. В будущем технологии стражей нам помогут бороться с таргоидами. В системе XUO-B63 был зафиксирован первый контакт с таргоидами. В сети гуляют разные видео, первые реакции игроков, которые это видели. Действительно, им было страшно.
А вот в 2017 году разработчики добавляют новое обновление под названием The Commanders, где наконец-то дали интерфейс создания персонажа. Тут игрок мог создать собственный персонаж, используя множество настроек и предустановок. Также снаружи игроки были отображены в кабинах своих кораблях. Помню, тогда контент под названием Hollow Me нас сильно всех обрадовал, в кавычках. Однако я уже тогда предполагал, что наконец-то разработчики Elite Dangerous будут выполнять свои прямые обещания и отрастят нам ноги, на которых мы могли бы ходить по планетам, по станциям и по кораблям. Далее разработчики выпускают очередное обновление под названием The Return и небольшой тизер на Expo 2017. Это было прямое сообщение, что скоро будет большая война с торгоидами. Нехрен было сердце торгоидов трогать. Шло время, и разработчики продолжали радовать фанатов разными улучшениями и оптимизациями. Улучшили интерфейс, также Galnet был немножко переработан, баланс и немножко инженеры. От себя хочу отметить, что звуковое сопровождение игры просто шикарное. Звуковой продюсер сделал работу на все 100. Что мы слышим звуки в космосе, находясь в корабле, разработчики объяснили тем, что наш корабль симулирует этот звук, чтобы пилот мог ориентироваться в космосе. А вот если у пилота происходит на корабле разгерметизация, то кроме своего пертежа и кряхтяния он больше ничего не услышит. Поэтому сторонникам тишины в космосе посоветую просто выключить звук игры. Это можно сделать в главном меню. В 2018 году выходит бесплатное дополнение Beyond, что в переводе «За гранью». Это дополнение разделили на 4 части, которые мы, конечно, перечислять здесь не будем. Игроделы полностью переработали исследования, и это выглядит невероятно. Воистину, разработчики сделали колоссальную работу, полностью переработав практически всю механику игры Elite Dangerous. Добавили новый корабль Alliance Chieftain, пересмотрели торговые маршруты и данные, изменили систему преступления и наказания, которая по сути ничего не изменила. Добавили так называемую плохую репутацию, которая просто отсиживается, и все. Убрали факт случайности во время улучшения у инженеров. Добавили торговцев материалами, техноброкеров, улучшили майнинг и ошалеть как много чего. Ребят, не буду все это дело перечислять. И вот 9 июля в 2020 году компания Frontier Developments добавляют корабли-носители, те самые авианосцы, которые игрок может приобрести за 5 миллиардов в тех системах, где есть торговец носителями. Однако, чтобы нормально оборудовать свой купленный авианосец, вам нужно еще примерно добавить миллиард. Данный контент меня сильно обрадовал, ведь авианосец служит для игрока как склад и автостоянка, вернее стоянка звездолетов. Дальность прыжка авианосца составляет 500 световых лет, и он прыгает не бесплатно, его нужно заправлять тритием, а тритий либо копать,
либо покупать. Лучше, конечно, покупать. Кстати говоря, после появления авианосцев в игре стало много РМТшников, которые продавали игровую валюту за рубли, доллары, либо еще какую-нибудь реальную валюту. Дело в том, что в Elite Dangerous напрямую ты не можешь передавать какие-либо кредиты. Это происходило следующим образом. Ты садишься на какой-нибудь грузовой корабль Type 9 и забиваешь его тритием. Будучи в открытом космосе, ты этот груз выбрасываешь, а твой друг просто подлетает и забирает это добро, чтобы продать на станции. Так происходила передача валюты. А теперь это стало намного легче. Это можно сделать на своем авианосце с помощью торговли через манипуляции цен. Официально это не запрещено. Однако, если разработчики каким-то образом узнают, что вы продавали игровую валюту за реальную, то вы попадаете в бан. Кстати говоря, под горячую руку попадали и невинные игроки, но это не точно. Я про невинность. 29 марта 2021 году выходит долгожданное дополнение Одиссея. Один маленький шаг – это все, что нужно, чтобы заявить о своих правах на далекие миры. Путешествовать в далекие места, о которых ты не мог представить. Продолжить эту великую Одиссею. В какие новые путешествия тебе предстоит отправиться? Какие новые открытия тебя ожидают? С какими новыми опасностями тебе предстоит столкнуться? Нужен всего лишь один маленький шаг, чтобы совершить большой гигантский прыжок. Спустя 8 лет с момента выхода Elite Dangerous обещания Брабина потихонечку выполняются. Нам частично отрастили ноги и позволили передвигаться по станциям и по планетам. Пилот теперь может произвести посадку на планету с разряженной атмосферой, штурмовать базы NPC и выполнять разные планетарные задания, включая взломы и проникновения. Дополнение Одиссея вышло крайне неоптимизировано. Замечались большие просадки FPS на станциях, на планетах и в кораблях. В наше время многие проблемы были уже решены, однако некоторые еще остаются. Также разработчики добавили несколько инженеров, которые помогут нам прокачать скафандр и оружие. В Одиссее было добавлено 3 вида скафандра. Один полностью боевой, другой полубоевой и для взломов, а третий для исследования. Ну а на сегодняшний день больших обновлений и нововведений, к сожалению, нет. Кроме, конечно, вторжения торгоидов в наш пузырь. Ну а игре не хватает строительства своих личных баз и их содержания. Возможно, в будущем разработчики обрадуют нас этим, но это не точно. У них сейчас имеются некие финансовые проблемы, и они мало общаются с фанатами. Как по мне, игра просто шикарна, однако у нее есть тоже некоторые проблемы, которые просто не исправляются уже много лет. Например, в космическом симуляторе Elite Dangerous присутствует 3 вида игры режима: открытая, своя группа и одиночная игра. В открытой игре ты можешь встретить любого пилота, который находится в твоем так называемом инстансе. Это типа зеркала с сервера. Если в одной системе первое зеркало наполнено игроками, то тебя отправляют в эту же систему только во второе зеркало, и так до бесконечности. С пилотом, которого ты встретил на станции либо в космосе, можно взаимодействовать, создав с ним крыло, это типа пати, и начать охотиться на пиратов, включая игроков.
Также в открытой игре можно получить дозу лупидола, даже ни за что. Есть пилоты, так называемые гриферы, которые собираются в эскадрилью и убивают всех подряд. Например, ты летишь с золотом либо с третьей, чтобы это дело продать. Тут тебя ребята перехватывают и сразу убивают. Просто так. Или же, будучи в открытой игре, ты решил вернуться после долгих странствий по краям галактики в цивилизованные системы для того, чтобы продать все эти данные, которые ты насканировал, а это на минуточку около 2-3 недели. И на подлете к пузырю тебя тот же грифер убивает. К слову, если тебя убивают, либо ты теряешь своего персонажа, то и данные тоже будут потеряны, которые ты насканил все эти 2 недели, и не получишь ничего. Помимо так называемых гриферов, есть и нормальные пираты, которые могут перехватить тебя и войти с тобой в диалог, любезно попросив вас, чтобы вы поделились с ним своим карго. Некоторые жертвы входили в пространство ролеплей и говорили: вот у меня 7 детей, ребята, давайте 5%, 30% это слишком много, реально сейчас очень сложно и все такое. И пираты тоже хорошо отыгрывали и входили в его ситуацию, забрав у него 5 либо 7% и даже могли его сопроводить до ближайшего порта, чтобы другие пираты не убили его. Однако среди жертв были еще так называемые шнуродеры, которые при виде пиратов-игроков просто дергали шнур, выходя из игры целым и невредимым. Подытожив, в этом плане у Элитки большие проблемы. Если судить со стороны пиратства, то в Elite Dangerous система наказания за пиратство либо противоправных действий практически отсутствует. Ну вот гопнул ты чувака, либо загриферил, в принципе это одно и то же. Прилетел ты на любую станцию, желательно анархическую, отсиделся ты пару часиков, счетчик откатился и пошел дальше гриферить. Вот и все. Да, есть еще и система штрафов, которые можно платить. Вот и все, и там смешные цифры. Также в Elite Dangerous пиратство не приносит такого прям радикального дохода. По сравнению с исследованием, там вообще пиратство рядом не стояло. Да, технически ты можешь отправить своих дронов-взломщиков, чтобы те начали скрывать карго твоей жертвы, если у нее отсутствует противоракетная оборона в нижней части корабля. Ну вот эти дроны-взломщики привезли тебе пару тонн золота, которое ты гопнул у чувака либо у NPC. Ну что? Ты получаешь где-то 2-3 тысячи кредитов. Ну ладно, пусть будет 10 тысяч. Я считаю, что пиратство в игре сильно недоработано. Здесь особенно нужно пересматривать системы наказаний и рентабельность пиратства. Ну и, конечно, бороться с шнуродерством. Я вот одно не понимаю, если чувак дергает шнур, зачем он тогда играет в открытую игру? Разницы между открытой, закрытой либо соло игры никакой. Кроме, конечно, той, что ты хочешь встречаться с другими игроками или нет. А вот насчет исследования, в игре Elite Dangerous это, мне кажется, самый лучший контент в мире вообще. Наша галактика состоит примерно из 400 миллиардов звездных систем. Собрав корабль с нормальным прыжковым двигателем, игрок может долететь практически до любой звезды, не считая тех, которые находятся на краю галактики, так как чем дольше от центра галактики, тем больше расстояние между звезд. В симуляторе Elite Dangerous, имея заборник топлива, так называемый Fuel Scoop, пилот может зарядить свой корабль от звезды в гиперкрейсерском режиме. Для заправки корабля звезда должна производить водород. Если игрок залетает в нетронутую систему, то он может оставить свой отпечаток навсегда. Просканировав все космические тела, вернувшись домой и сдав данные, то все остальным игрокам будет показано имя первооткрывателя. А вообще, большая часть игры в Elite Dangerous я как раз занимался исследованием. Я тогда долетел до центра галактики и вернулся. К слову, я был на Кобре с прыжковым двигателем в 20 световых лет. Тогда инженеров вообще не было. Ну а сейчас, помимо простого исследования, добавили экзобиологию и нам позволили оставить свой след на необитаемых планетах. Было крайне невыгодно заниматься экзобиологией, но недавно разработчики увеличили доходность в 150 раз. И пилоты-экзобиологи могли поднять денег примерно 2 триллиарда, это происходило за 1 неделю. Здесь цифры, конечно, могут разниться, все зависит от того, сколько ты тратишь времени на игру. Помимо основной игры Elite Dangerous, фанаты игры разработали несколько полезных сайтов-инструментов, которые могут нам сильно помочь и облегчить нашу жизнь в опасной элите.
Это сайт Inara, планировщик маршрутов и EDBB. Кстати, последний недавно закрылся. Скажу вам сразу, без сайта Inara лучше не играть. Кстати, там есть и русский язык, так что с этим можете не париться. Ну а теперь вернемся к обещаниям Брабина и видео 2012 года. Еще один пример, который мы встроили в структуру игры, это интерьеры кораблей. Теперь многие люди убедились в том, что мы проектируем все корабли с учетом внутренних особенностей, того, как выгружается груз и прочее, а также того, как возникают повреждения. И это потому, что еще одна вещь, которую мы делаем, опять же в будущем, заключается в том, что ты сможешь ходить внутри своего корабля. Ты сможешь выходить из своего корабля, ходить внутри космических станций, других транспортных средств и всего такого рода вещей. Мы показали повреждения на корабле и модели повреждения. Представьте себе, что вы смотрите изнутри корабля наружу, видите, как ваш груз улетает в космос, видите языки пламени, с которыми вы пытаетесь бороться. Все эти вещи, которые мы планируем, не появятся в первом выпуске, потому что мы хотим сделать их правильно и хорошо. Все это будет сделано в виде обновлений, и я подробно расскажу об этом во второй главе. Но суть действительно в том, что мы хотим сделать все хорошо. Но игра должна быть разработана таким образом, поэтому мы проектируем корабли тщательным образом, чтобы они работали именно таким образом, и чтобы, когда мы вернемся к этому решению, это не представляло никаких проблем. Когда мы собираемся показать все эти элементы, чтобы люди разгуливали по кораблям, заходящие на корабли других людей, потенциально крадущие их, мы имеем в виду все эти вещи. Весь игровой процесс, действительно богатый игровой процесс, который это влечет за собой. Если вернуться к тому, о чем я говорил с самого начала этого кикстартера, то в какую игру я хочу поиграть? Это именно та игра, в которой я хочу поиграть. Простите. Это именно та игра, в которой я хочу поиграть. And with each of these subsequent updates, we expect that world will get richer and richer, and more of the things that we are excited about will be there. Простите. We'll be able to идем дальше. То это именно та игра, в которой я хочу действительно поиграть, потому что на самом деле во многих отношениях это не совсем похоже на игру. Мне кажется, это целый мир, в который меня переносит. В последующих обновлениях мы ожидаем, что этот мир станет все богаче и богаче, и в нем будут появляться все больше и больше вещей, которые нас так волнуют. У тебя будет возможность прогуляться по космопорту. Ты сможешь увидеть, как золото грузят на чей-то чужой корабль. Ты сможешь незаметно проникнуть внутрь и спрятаться среди груза. Все эти вещи представляют собой феноменальные возможности для игрового процесса, когда этот корабль на самом деле может оказаться кораблем другого игрока. Так что просто подумай, чем все это закончится. Эти вещи мы должны делать правильно. Было бы легко все это сделать некачественно. Именно этого я и опасаюсь. Так что в первый же день этих вещей там еще не будет. В первый же день это будет отличная игра, которую мы описали, в которой будут уже представлены все те фантастические вещи, которые мы делали и так любим. Это как раз те вещи, которые мы хотим расширить и которые так любим. И мы хотим сделать это действительно хорошо, чтобы они были убедительными. Так вот, я думаю, что они действительно будут убедительными. Ержан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Вставай, заебал, на работу пора. Ты че ебанулся, спишь? Вставай, Ержан. К этому видео можно относиться по-разному, и мы вернемся к теме лагерей, к которым относятся игроки. До создания этого видео, честно говоря, я относился к более радикальному лагерю. Однако сейчас я еще больше полюбил элитку, и я ее отношу к более кооперативной игре, нежели к какому-нибудь там MMORPG. Я общаюсь со многими фанатами элитки, и у них разные мнения по поводу разработки игры, да и вообще механики всей этой вселенной. Кому-то не нравится подход разработчиков к онлайн составляющей, кто-то ждет строительства баз в Elite Dangerous. Кто-то вообще недоволен системой эскадрильи, это типа клановая система в играх. Однако сейчас разработчики закрыли прием заявок на создание фракции под эскадрильей, и это внушает надежду на переработку той самой эскадрильи. Еще одна проблема элитки состоит в том, что в игре нет античита. Во всемирной паутине гуляет видео разного характера от читеров. По сути, они продают свои читы для игроков элит. Эти читы позволяют зарабатывать игроку миллиарды кредитов, также насаждать другим игрокам в открытой игре. А недавно читеры вообще обнаглели и нарисовали много больших кораблей в системе Шенрарта. Далее пришлось разработчикам зайти в игру и удалить эти мегашипы.
В этом плане игра сильно скатилась в сторону РМТ и беспредела читерства. А разработчики вяло с этим борются. Да, они там банят всяких дебилов, но, видать, у них нет денег, чтобы купить нормальный античит. По некоторым слухам, у них сейчас большие финансовые проблемы, однако это уже другая история. И есть еще один лагерь, который сравнивает Elite Dangerous с игрой Star Citizen. Или же этот лагерь ждет от элитки некие сходства с EVE Online. Позвольте мне высказать свое личное мнение по поводу Elite Dangerous. Вы нигде не встретите игру с атмосферой космоса, как в элитке, по крайней мере в настоящее время. Если вам кажется, что космос в Elite Dangerous пустой, то вам стоит поиграть в No Man's Sky. Я ни в коем случае не наговариваю на No Man's Sky, это невероятная игра, в которой я тоже много поиграл. Но той атмосферы настоящего космоса, как в элитке, вы больше нигде не найдете. Звезды, туманности, разные планеты. Когда вы находитесь в центре галактики, то космос реально светлее становится, потому что все звезды, они ближе друг к другу. Залетели в какую-нибудь красную туманность, у вас красный космос. Все космические тела вращаются. Музыка, звуки, бескрайний космос и пейзажи. Элитку еще с этим никто не переплюнул. Отмечу, речь идет об играх, которые вышли, а не в раннем доступе. Ну а подробную информацию по поводу вторжения торгоидов мы, возможно, поговорим в следующих выпусках. Буду благодарен вашим подпискам и обязательно почитаю ваши комментарии. Мир вашему дому.